Нью-Йорк жил своей обычной суетой, когда пожилая слепая женщина по имени Консуэла Рейс поняла, что больше не имеет дома. Ее сын, успешный врач Майкл Рейс, позвонил коротко и холодно. Участок продан, документы подписаны много лет назад, новые владельцы приедут в пятницу. Он говорил, будто речь шла не о доме, где она прожила всю жизнь, а о старой мебели. Для Консуэла этот дом был всем. Здесь она 20 лет стирала чужое белье, чтобы оплатить учебу сына. Здесь она потеряла зрение, потому что тратила деньги на его образование, а не на лекарства. Но для Майкла это было прошлое, от которого он хотел избавиться. В пятницу пришли незнакомые люди с рулетками и папками. Консуэла позволили взять лишь то, что помещалось в один пакет. 3 блузки, юбка, четки и коробку с документами покойного мужа. Соседка Амбер Хилл, женщина с добрым сердцем, приютила ее в маленькой комнате во дворе старого дома. Майкл тем временем ужинал в дорогих ресторанах Нью-Йорка с женой Габриэлой и ее родителями. Он говорил, что вырос сам, без семьи, что у него никого нет. И ему верили. Консуэла пыталась снова стирать белье, но времена изменились. Клиенты ушли в прачечные. Денег почти не было. Соседи смотрели с раздражением. Слепая, бедная, лишняя. Лишь Амбер продолжала защищать ее. Однажды, разбирая документы в старой коробке, Амбер заметила странность. Бумаги показывали, что дом никогда юридически не переходил к сыну. Он не имел права его продавать. С этим документом она обратилась в бесплатную юридическую службу в Бруклине. Адвокат Лора Мур подтвердила: сделка незаконна. Почти одновременно у Майкла начались проблемы. Регистрационная служба отказалась оформить покупку. Затем пришла повестка в суд. Его жена узнала, что он солгал о матери. Тесть, влиятельный врач Фрэнк Уилсон, приостановил его карьеру в клинике. Суд признал сделку недействительной. Дом вернулся Консуэла. Майкла обязали вернуть деньги, которых у него уже не было. Он потерял работу, репутацию, брак. Все, что строил, отвернувшись от матери. Через несколько недель Консуэла вернулась в свой дом. Старый, потрескавшийся, но родной. Соседи помогли, кто едой, кто инструментами, кто просто присутствием. Она снова сидела на деревянной скамье во дворе, где когда-то ждала, пока высохнет белье. Майкл приехал позже. Один, без уверенности и оправданий. Он просил объяснить, простить, понять. Консуэла слушала молча. «Я не ненавижу тебя», — сказала она спокойно. «Но у меня больше ничего для тебя нет. Ни любви, ни обиды, ни ожиданий». Она попросила его уйти и больше не ждать звонков. В тот вечер Консуэла впервые за долгое время улыбнулась. Она больше не ждала сына. И именно в этом почувствовала свободу и достоинство, которые у нее никто уже не мог отнять.